Всем привет. Сегодня у нас разговор с его душой. И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все, что вы хотите узнать, все в закрепленном комментарии и в описании к видео. Итак, давайте начнем. Итак, единички. 3 вопроса, 6 карт. Парно читаем. Первый вопрос — это что его душа чувствует к тебе на самом глубинном уровне. Но тут, знаешь, это победа императора. То есть шестерка кубков императора. То есть он в тебе не видит вот просто очередную мимо проходящую женщину. Тут серьезней все. Он, знаешь, вот тебе видит человека, вот какого-то родного. Вот как объяснить? Ты знаешь, как вот бывает, встречаешь человека и кажется, 100 лет его знаешь. Вот у него такая же к тебе штука. Он на тебя смотрит и вот вспоминает что-то такое теплое, уютное, понимаешь? Как вот в детстве у бабушки на даче. И ты для него вот это какой-то островок безопасности, где все понятно, где все по-честному. Он, знаешь, он по натуре своей император. То есть любит контролировать все, чтобы все было по полочкам, все было по его правилам. Такой вот, знаешь, хозяин жизни, который сам себе законы пишет. А с тобой у него вот эта броня, она спадает. Он рядом с тобой чувствует себя не просто мужиком, да, который всем рулит, а вот обычным мальчишкой, что ли. И он тебе доверяет, прям вот на глубинном уровне, как друзьям в детстве доверял, с которым там казаки-разбойники играл. Знаешь, он понимает, что ты его не кинешь, что ты его не подставишь, не будешь плести интриги за спиной. Вот ты для него — это честность и открытость. И это его подкупает прям до чертиков. Он, знаешь, он может и строит там из себя серьезного дядю, да, который все на свете повидал. Но в душе он просто хочет вот человеческого тепла. И вот именно это тепло он в тебе и нашел. Он готов за тебя нести ответственность, готов тебя защищать, потому что ты для него, вот, как сказать, его маленькая, но очень важная часть мира, которую он хочет сберечь. И это не страсть, нет, это гораздо глубже. Это вот чувство, как будто он нашел свой дом, своего человека. Какое послание его душа передать тебе хочет? Тут так же трактовать-то и не нужно даже. Его душа, она вот буквально кричит, что хватит витать в облаках, давай уже что-то делать. Он смотрит на тебя и видит не просто женщину, а хозяйку. Такую, знаешь, вот, которая и дом в порядке содержит, и деньги считать умеет, и вообще на ногах твердо стоит. Он видит в тебе потенциал. Он понимает, что ты можешь не просто быть там его подружкой, да, а вот партнером по жизни. Но его вымораживает, что ты как будто сама этого не видишь. Стоишь на перекрестке, как богатырь из сказки, да, налево пойдешь, направо пойдешь, и как будто не знаешь, куда податься. Вроде и хочешь ты чего-то большего, а шаг боишься сделать. Ни туда, ни сюда, и сбоку бантик. Вот он и бесится. А его душа тебе говорит, что вот, ну, посмотри на себя, ты же сильная, ты умная, ты горы свернуть можешь. Да какого хрена ты стоишь и мнешься? Вот он хочет, чтобы ты начала действовать, чтобы ты перестала ждать у моря погоды, взяла свою жизнь в свои руки. Он, знаешь, он хочет рядом с собой видеть не вот эту амебу, да, а женщину, которая знает, чего хочет. И он готов тебя поддержать, готов плечо подставить, но он не будет тащить тебя на себе. Он хочет, чтобы вышли вместе, вперед.
чтобы вы вместе будущее свое строили. А для этого тебе нужно определиться. Типа, вот знаешь, вот хватит вот этих вот у тебя в голове. А может так, а может эдак. Вот прими решение. Он тебе как бы намекает, у нас все есть, чтобы что-то крутое построить. Фундамент есть, там все есть, но плана нет. И нам движение нужно. И он ждет от тебя вот этого шага. Он ждет, когда ты скажешь, вот все, готово, я погнали. Понимаешь? Пока ты этого не сделаешь, так и будете на месте топтаться. Что тебе делать с посланием его души? А тут вообще понятно, да? Вот эти его послания, все вот эти его намеки, ты их не так понимаешь. Ты себе в голове накрутил какой-то сериал типа «Санта-Барбара», да? И то «Санта-Барбара» отдыхает по сравнению с твоим сериалом в голове. Лежишь, в потолок смотришь, гоняешь по кругу одни и те же мысли, типа «А что он имел в виду? А вдруг я не так поняла? А что, если я все испорчу? Это твое любименькое». И вот этот твой внутренний диалог, это уже просто, ни в какие рамки. Ты сама себя в угол загоняешь, сама себя топишь в своих же страхах. Ты боишься. Сделать шаг боишься, ошибиться боишься, что он тебя не так поймет боишься. И вот этот страх, он как туман. Ты на ощупь идешь, ничего не видишь, и от этого тебе еще страшнее. Сама себе ты придумала какую-то херню, поверила в нее и теперь страдаешь. На самом деле все не так. Вообще все не так. Все вот эти его послания — это просто твои иллюзии. Ты видишь то, что хочешь видеть, а не то, что он тебе транслирует. Тебе просто проснуться нужно. Хватит жить в этом своем выдуманном мире, понимаешь? Глазки свои открой и посмотри на реальность. А реальность — это ты запуталась. Ты потерялась в своих собственных домыслах, в своих собственных страхах. И пока ты из этого болота не вылезешь, ничего хорошего не будет. Тебе нужно перестать себя жалеть и начать головой думать. Хватит каждое его слово анализировать, каждый его вздох, каждый его пук. Просто живи. И перестань бояться, потому что твои страхи — это просто призраки в твоей голове. Они не настоящие. А вот та жопа, в которую ты себя загоняешь из-за этих страхов, она самое что ни на есть реальная. Поэтому соберись и вылезай из этого всего. Из страхов я имею в виду. Понятно, все понятно. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что его душа чувствует к тебе на самом глубоком уровне? А тут даже, как сказать, трактовать не нужно. Смотрит он на тебя и не понимает ни хрена. То есть ты для него книга закрыта, которую он пытается прочитать уже миллион лет, а там только одни загадки. Он каждый раз думает, что вот я ее разгадал, я ее понял. А ты такая раз и передумала. И снова показываешь свою новую какую-то загадочную сторону. И это его одновременно и заводит, и немного пугает. Потому что он привык все контролировать, привык все понимать, а с тобой это не прокатывает. То есть ты для него это тайна. Причем не какая-то там дешевая загадка, да, которую можно за 5 минут разгадать, а вот настоящая тайна. Глубокая, я бы сказал. Он чувствует, что внутри тебя есть что-то такое, до чего он никак добраться не может. Какие-то твои мысли, твои переживания, твой внутренний мир. Он это все видит краем глаза, но вот ухватить полностью не может. Это его интригует, и он, знаешь, постоянно пытается тебя понять. Постоянно в голове крутит, а что она сейчас придумает, да? Или там, а почему она так сказала, а что стоит за этими словами?
Вот он пытается удержать, как говорится, как жонглер в воздухе сразу кучу мячиков. С одной стороны, он тебя видит обычную, бытовую, такую вот, я бы сказал, не накрашенную. Там, как ты готовишь, как ты смеешься, как злишься. А с другой стороны, он чувствует в тебе что-то такое вот недостижимое, непостижимое. Я бы сказал, даже мистическое. И ты для него не просто там женщина, с которой можешь поболтать о погоде, да? Ты для него это мир целый, который он исследует. И каждый раз, когда он думает, что уже все про тебя узнал, ты ему новую загадку на тебе. Получите, распишитесь. Это его держит, это его цепляет. Он не может оторваться от тебя полностью, потому что ты непредсказуемая. И он никогда не знает, чего ты в следующую секунду выкинешь. Какое послание душа передать хочет? Хватит быть размазнёй. Вот и все. Он, знаешь, он смотрит на тебя и видит, что ты слишком добрая, слишком мягкая, слишком всем раздаешь себя направо и налево. А потом же сама из-за этого страдаешь. Вот он хочет, чтобы ты стала жестче. Чтобы ты научилась людям говорить «нет», чтобы ты перестала думать о том, кто что думает, кто что скажет. Вот его душа, она тебе говорит, что мозги включи, перестань всем подряд верить, не будь такой наивной. Он видит, конечно, что ты слишком открыта, что ты людям доверяешь, которые этого вообще не заслуживают. Энергию свою тратишь, время и ресурсы на тех, кто просто тебя использует. А потом удивляешься, там, почему у тебя ничего не остается. Вот он хочет, чтобы ты научилась беречь себя. Он хочет, чтобы ты стала эгоисткой. Вот без шуток, эгоисткой. Чтобы ты сначала о себе думала, а потом уже о других. Чтобы ты научилась границы отстаивать. Чтобы ты не боялась сказать там, например, это мое, и я это не отдам. Ну, примерно образно. Он в тебе видит потенциал стать сильной, там, независимой, которая не позволит собой манипулировать. Но пока ты сама этого не поймешь, что тебя используют, ничего не изменится. Его душа, она, знаешь, она устала смотреть, как ты себя выжимаешь до последней капли ради людей, которым на тебя просто плевать. Вот ему хочется схватить тебя за шкирку, вот так вот встряхнуть и сказать «очнись, посмотри, что с тобой творят». Знаешь, он хочет рядом с собой женщину с характером видеть, а не вот эту безвольную тряпку. Поэтому просто соберись, начни уважать себя. Что делать с этим посланием? Тут понятно. Тебе нужно перестать быть святой. Хватит изображать из себя вот эту идеальную девочку, которая все правильно делает. Дай себе слабину, позволь себе хотеть. Разреши себе желать. Удовольствие себе разреши получать от жизни, без всякого дурацкого вот этого чувства вины. И ты прекрасно знаешь, о чем я. Потому что карты об этом говорят. Ты постоянно себя во всем ограничиваешь. Нельзя себе это, нельзя себе то, а что люди скажут, а вдруг это неправильно, а вдруг я покажусь им плохой. Забей болт на это все. Живи, наслаждайся, получай кайф. Хочешь чего-то — бери, хочешь кого-то, да, иди, бери, знакомься. Перестань себя сдерживать. Ты боишься своих желаний. Ты боишься своей страсти, что там желаний-то. Ты боишься, что если дашь себе волю, то превратишься в какую-то там распутницу и прочее. Но это же полная херня, полная чушь. Ты имеешь право хотеть и кекса, да, и удовольствий хотеть, и красивой жизни хотеть, и денег хотеть. Ты даже стесняешься денег хотеть. Ты всего можешь хотеть, чего твоя душа желает. Это нормально, это естественно.
Перестань себя грызть за каждое свое желание. Вот его душа, она говорит, что расслабься, удовольствие получай, наслаждайся жизнью, моментом, в том моменте, в котором ты сейчас. Жизнь одна, и она мимо проходит, пока ты сидишь и думаешь, правильно ли я себя веду. Дай себе право быть живой женщиной с живыми желаниями. Вот хватит душить в себе страсть. Хватит притворяться, что тебе ничего не надо. Надо. И это нормально. Поэтому от жизни бери все. И на всякие чужие мнения знаешь, для чего созданы? Чтобы, когда в туалете туалетная бумага заканчивалась, было чем попку подтереть. Вот это просто запомни раз и навсегда. И просто будь счастлив. Перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки, ну, вы сами, да, поняли. Шестерка мечей, восьмерка пентаклей, испугался, уплывай. Ну, знаешь, первый вопрос — это что его душа чувствует к тебе на самом деле. Ну, знаешь, он давно отъезд от тебя уже начал. Он этот отъезд не обсуждает, нет. Он просто делает шаг за шагом, тихо и упрямо, без слов, без сцен, без ничего. Он в глубине, знаешь, вообще не живет сейчас чувствами в твою сторону. Он живет задачами, целями, работой там над собой, работой над своей работой, над своей жизнью. И ты во всем этом уже не центр по картам. Ты часть прошлого, которую он переваривает и аккуратно складывает на дальнюю полку. Ненависти нет. Желания мстить тоже нет. Добивать тоже нет желания. Знаешь, именно вот у него усталость. И решение двигаться в другое состояние, где меньше качелей, больше понятных, предсказуемых вещей, в которые можно вложиться и результат получить. С тобой он устал, да, устал. Он ощущает, что между вами уже все сказано. И дальше начинается вот это бесконечное перетирание одного и того же. Поэтому на глубинном уровне он выбрал курс не на вот эту драму, а на спокойный уход и на переключение на свои дела. Для него сейчас, знаешь, важнее собрать свою жизнь по кирпичикам. Там старые хвосты закрыть, работу подтянуть, деньги, здоровье даже. Чем снова с тобой в эти разговоры бесконечные лезть, разборки и обещания. Ты для него больше про опыт и уроки, чем про будущее. Он внутри стоит в точке, где сам себе говорит, что хватит дергаться, надо нормально жить жизнь и заниматься тем, что реально можно улучшить. И он это делает. Даже если снаружи выглядит, как будто он просто отморозился или притих. На самом деле он уже в своей жизни каждый день что-то крутит. Крутит, меняет, доделывает, потому что он решил вытянуть себя из того болота, в котором вы оба уже давно застряли. А на глубинном уровне там есть просто благодарность тебе за то, что вы прошли вместе. Есть понимание, что это было важно, но он не хочет крутить это бесконечно. Он хочет тихонечко отплыть дальше и не возвращаться к этой старой картине. Он ощущает, что расстояние между вами уже это норма. И это не трагедия для него. Ему с этой мыслью даже легче, чем тогда, когда вы постоянно выясняли отношения. И чем дальше он уходит в свои дела, тем меньше внутри остается места под фантазией о том, что вы еще как-то срастетесь. Его душа уже выбрала дорогу, где вы не в паре,
а каждый сам, как говорится, по себе, по своему маршруту. Какое послание передать хочет душа? Тут вообще без раскачки. Его душа тебе говорит простое и жесткое слово «конец». Больше ничего. Потому что между вами все уже было. Все уже, да и вот знаешь, вот если прийти в театр, в кино и так далее, у вас сейчас титры конечные. Все доиграло свой срок. Никакого продолжения старой истории не будет. Не в формате паузы, не в формате перерыва, а именно в формате точки. Когда голова закроется так, что назад дороги не останется. И изнутри уже стоит вот этот вот финал. Понимаешь? Вот эти вот титры уже побежали. Кто в главных ролях снимался. И передает он тебе, что хватит цепляться за то, что давно умерло. Хватит крутить там переписки старые, фотографии пересматривать. Понимаешь? Потому что даже смотря расклад, вот ты смотришь одни и те же вопросы. Но это не оживляет ситуацию, это только держит тебя в прошлом. И послание в том, что вы оба уже сделали все, что смогли. Сказали все, что могли. И сейчас уже не развитие отношений идет, а разбор завалов. И тут уже не про любовь, тут уже про привычку и про страх остаться без вот этой истории. И он хочет, чтобы ты признала вы свою, Джи. Вы дошли до конца дороги. И дальше продолжать тянуть одно и то же, это означает просто себя ломать ради картинки, которой нет даже уже. Его душа зовет тебя не к тому, чтобы еще раз поговорить, а к тому, чтобы жирную черту поставить. Принять эту потерю как факт и перестать искать скрытые знаки, где все предельно ясно. Тут нет послания про «дай шанс» или там «отпусти меня», «отпусти эту версию себя», «отпусти сценарий», потому что дальше он хочет двигаться уже без этого хвоста. И тебе он тоже такого же освобождения желает. Он, знаешь, он как будто вот говорит, хватит себя жалеть и оправдывать, что ты там цепляешься, потому что любишь. На самом деле там больше страха и привычки, чем настоящего живого чувства. Вот его же душа, она толкает тебя к жесткому пересмотру. К пересмотру того, как ты вообще строишь отношения, за кого ты хватаешься, почему терпишь то, что тебе не подходит, и почему ты боишься точку поставить, даже когда уже все рассыпалось. Понимаешь? И вот этот внутренний голос со стороны, да, не звучит мягко, нет. Звучит прямолинейно и жестко. Это как, знаешь, вот останови вот этот бесконечный повтор. Смотри на правду уже, а не на свои ожидания, не на свои иллюзии. Он не просит о шансе. Он просит о том, чтобы ты дала шанс самой себе. Что делать с этим посланием от его души? Знаешь, карты предлагают в углу не сидеть и не страдать, а взять все это дерьмо, извини меня за выражение, которое навалилось, и развернуть его в свою победу, в свой новый сезон жизни, где ты главное, а не там бесплатное приложение какому-то мужику. Карты прямо говорят, что ждать хватит, что кто-то придет и решит за тебя все, как тебе дальше жить, время самой брать и делать. Без оглядки на него, на его душу и на все вот эти внутренние диалоги с ним в голове. У тебя сейчас есть ресурс, что там мозги есть, сила, энергия, чтобы себя собрать. Вот придумай себе новый маршрут. Придумай новые цели, новые интересы. Хобби придумай. И не в теории или только в голове, а в реальных действиях каждый день. Тебе нужно не в телефоне сидеть и не проверять, когда он там объявится, а забивать свой день делами так, чтобы к вечеру даже руку поднять не могла. Чтобы сил было душ
и подушка, а не вот это вот слезы, накрутки и так далее. Начни двигаться в сторону того, что вот действительно твое. Работа, хобби, внешность, тело, знакомства новые, места новые, любая вот эта активность, где ты себя, извиняюсь, где ты себя живой чувствуешь. Тебе прямым текстом карты говорят: говори миру «да». На предложение соглашайся. Из дома выйди наконец-то. Извините. Конечно же, всегда помни, что дед всегда рядом.